Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать популярный капюшон-шарф спицами. Такая модель головного убора проста в исполнении. Здесь используется узор платочная вязка, а края изделия обрабатываются методом I-cord. Дальше расскажу о материалах и инструментах, которые использовала. Выбрала пряжу Astra Premium воздух. Здесь в составе 42% шерсть, 42% акрил и 16% полиэстер. На 50 грамм 140 метров. Также нам понадобится спицы. Я использовала спицы 4 мм на леске 80 см от бренда Hobby Pro. Пряжа отлично скользит по спицам и нигде не задерживается, даже в местах стыка тросика и самой спицы. Еще нам понадобится иголка с большим ушком для того, чтобы спрятать все кончики нитей, и сантиметровая лента. Дальше расскажу о параметрах самого капюшона, какой он в итоге получился длины и ширины. Длина капюшона от верхней точки, и смотрю вот здесь до низа, составляет 25 сантиметров. Ширина капюшона 23,5 сантиметра. Теперь длина шарфа от места соединения вот здесь двух деталей до самого низа 74 сантиметра. Дальше хочу обратиться к схеме вязания. Мы будем вязать одной деталью, после чего сделаем шов на капюшоне. По схеме мы будем вязать справа налево. Сначала провяжем 11 рядов по 6 петель, после чего начнем делать прибавки. Первая прибавка будет в 12 ряду, дальше в каждом 6. Если вы хотите увеличить длину самого шарфа, то можете делать прибавление, например, в каждом 8 ряду, если плотность вязания у вас такая же. Когда мы сделаем необходимое количество прибавлений, то есть довяжем до нужной ширины капюшона, так как шарф у нас переходит сразу в капюшон, после этого мы провяжем по прямой 18 сантиметров, то есть высота капюшона будет 18 сантиметров. Дальше будем делать скругление по капюшону, провяжем 20 рядов, делая убавки в каждом втором ряду. Это даст дополнительные 7 сантиметров полотна, после чего половина капюшона шарфа у нас будет готова, и мы начнем все делать в обратном порядке. То есть сначала сделаем скругление по капюшону, только уже делая прибавление по капюшону. Дальше 18 сантиметров по прямой, и после чего перейдем в шарф и будем делать убавление по шарфу также в каждом 6 ряду. Я вязала на обхват головы 54-56 сантиметров. У меня, кстати, расход пряжи получился всего 2,5 мотка. А если ваш обхват головы больше, вы можете увеличить капюшон, всего лишь провязав по шарфу больше рядов с прибавлениями. У меня, например, будет 258 рядов по шарфу, после чего мы дойдем до 42 петель для капюшона. Вы можете довязать дополнительные ряды и увеличить таким образом капюшон. То есть также продолжая делать прибавления в каждом 6 ряду. Обязательно записывайте по каждой из деталей, сколько рядов вы провязали, чтобы вторая сторона капюшона шарфа была симметрична. В принципе, на этом все. Давайте приступим к вязанию. Берем спицы 4 мм и набираем 6 петель. Располагаю нить следующим образом. Классический набор. Набрала 2 петли. 3, 4, 5, 6. И следующие 12 рядов вяжем по схеме. Провязываю первые 3 лицевыми. Первая лицевая, вторая лицевая, третья. Дальше 3 петли переснимаем, при этом нить находится перед работой. Поворачиваем вязание. И здесь опять первые 3 провязываем лицевыми. Первая,
вторая, третья, нить переводим вперед и снимаем 3 петли не провязанными. Поворачиваем. Опять 3 петли лицевыми. Первая, вторая, третья, 3 петли пересняли. Четвертый ряд. Третья лицевая, переснимаем. Пятый ряд. Первая, вторая, третья, переснимаем. Нить перед работой. И так вяжу до 12 ряда. В 12 ряду будем делать прибавление, его покажу отдельно. Готово. Дальше мы будем прибавлять петли на сам шарф. Первая прибавка будет немного отличаться. Провязываем 3 лицевые. Дальше делаем прибавку. И первая прибавка будет выполнена с помощью накида. Нам нужно взять нить и сделать вот такую петлю. Набрасываем. Теперь 3 петли обратно переснимаю. Вяжу 3 лицевые от айкорда. И лицевой провязываю наш накид за переднюю стенку. Немного расслабляю и провязываю за переднюю стенку лицевой. Дальше 3 петли обратно переснимаю. Дальше будем делать прибавки в каждом 6-м ряду. Поэтому следующая прибавка будет в 18-м ряду, дальше в 24-м, 30-м и так далее. То есть в каждом 6-м. Начинаем опять с лицевых для айкорда. Первые 3 лицевые. И дальше лицевыми вяжем до момента вот этих 3 петель. У нас количество петель будет прибавляться, но логика будет оставаться одной и той же. То есть все лицевые до последних 3. Последние 3 переснимаю. Опять вязание переворачиваю. Вяжу лицевыми до последних 3. Снимаю. Опять лицевыми до последних 3. И 18 ряд. Здесь прибавка уже будет иной. Мы будем каждый раз так провязывать. То есть следующие прибавки будут такими. 3 лицевые. А прибавка вяжется так. Провязываем лицевую за переднюю стенку, как обычно. Но петлю не снимаем, а провязываем еще лицевую, но уже за дальнюю стенку. То есть вот таким образом заводим спицу правую и за дальнюю стенку вяжем лицевую. Переснимаем 3 петли. Опять вяжем еще 5 рядов. В 24-м опять же прибавка. И опять же вяжем по той же логике 3 лицевые. Это у нас айкорд. И дальше лицевыми до последних 3 петель. Надеюсь, их уже 2. 3 лицевые для айкорда. И лицевыми до 3 последних. 24 ряд. Опять 3 лицевые для айкорда. И дальше из следующей лицевой делаем прибавку. Вяжем за переднюю стенку, а дальше заводим спицу за дальнюю стенку и провязываем лицевую. Всегда прибавка будет делаться рядом с айкордом, то есть из ближайшей петли после айкорда. И надеюсь, логика здесь уже понятна. Вяжем лицевыми до последних 3
их переснимаем, опять переворачиваем, вяжем лицевыми до последних 3. И в каждом 6 делаем прибавление. И теперь вяжу, пока у меня на спицах не будет 42 петли плюс 3 петли айкорда. Провязала. Полотно из этой пряжи получается воздушным и совсем невесомым. Провязала 258 рядов для шарфа. Ширина полотна от одного айкорда до другого составляет 23 сантиметра. Дальше мы будем вязать уже деталь самого капюшона. Начинаем как обычно. И в конце ряда вот эти 3 петли мы снимем на маркер. То есть там, где мы делали прибавки, у нас маркером отмечена сторона, где прибавки провязываются, там эти петли мы снимем. Сейчас вяжу все петли лицевыми. Здесь мы уже прибавки делать не будем. Осталось 3 петли в конце. Берем маркер и снимаю их, переодевая на маркер. Теперь первую петлю нужно снять, а все остальные вяжем лицевыми, кроме последних 3, их также переснимаем. Дошла до крайних 3, их опять просто переснимаю. То есть здесь мы продолжаем вязать айкорд. Дальше вяжу лицевыми до последней лицевой петли. Никакие прибавления не делаем, просто считаем ряды. Лицевая, а последнюю вяжем изнаночной. Кромочную теперь будем провязывать изнаночной. В четных рядах первую снимаем. Снимаю нить за работой. Дальше лицевыми и последние 3 снимаем. Снимаем нить перед работой. В нечетных рядах вяжем лицевыми, а последнюю изнаночной. Довязываю ряд, в конце изнаночная. Теперь вяжем, пока вот эта деталь не будет 18 сантиметров в высоту. Провязала высоту 18 сантиметров. И у меня получается 52 ряда провязано. Я также по каждой из деталей фиксирую, какое количество рядов вяжу. То есть я запоминаю, что по прямой нужно провязать 52 ряда. Для того, чтобы вторая часть капюшона получилась симметрично первой. Приступаем к следующему ряду. Здесь мы начнем делать убавки. Всего сейчас у нас на спицах 3 петли это айкорд, а не считая их, вот это количество петель 42. Нам нужно 10 петель сократить и получить 32 петли. Мы будем с вами с края, где у нас кромочные петли, делать убавления. В четных рядах мы будем делать убавки. В каждом втором ряду будем делать убавку в начале ряда. И так у нас получится 20 рядов. При этом мы сделаем 10 убавок за эти 20 рядов. Приступаем к следующему ряду. Все лицевые, последняя кромочная. В конце кромочная, изнаночной. Поворачиваем в другую сторону. И здесь мы будем делать убавление. Первую петлю снимаю, дальше провязываю лицевую и после нее провязываю 2 лицевые вместе за переднюю стенку. Вот таким образом. После чего продолжаю вязать лицевыми до конца ряда и переснимаю. Поворачиваем на другую сторону. Ряд вяжется без каких-либо изменений. Здесь опять все лицевые, в конце кромочная, изнаночной.
У пряжи воздух от Astra Premium. Хорошая палитра. Здесь не нужно даже выдумывать какой-либо узор. Обычная платочная вязка уже смотрится эффектно и вязать интересно. Смотреть, как пряжа раскрывается в полотне. В конце кромочная. Опять поворачиваем. В четном ряду вяжем убавку. Первую петлю снимаем кромочную, дальше лицевая, после чего 2 петли вместе, убавка вправо. За переднюю стенку провязываю 2 вместе, а дальше вяжу лицевыми. Так продолжаю. Всего 20 рядов нужно будет провязать именно вот этой части полотна. Когда сделаем все убавки, дальше начнем вязать симметрично вторую часть нашего капюшона. Все, довязываем самостоятельно 10 убавок с этого края. У нас должно получиться 2 мы уже провязали. Провязала 20 рядов, все убавки сделала. И теперь ширина полотна без учета айкорда у меня получается около 19 сантиметров. Дальше мы будем наоборот прибавлять петли. То есть теперь мы половину нашего капюшона шарфа провязали. Дальше симметрично провяжем вторую часть. Поворачиваем. Прибавки мы опять будем делать в четных рядах со стороны, где у нас кромочные. В начале четного ряда будем провязывать. Сейчас у нас нечетный ряд. Его вяжу без изменений. И изнаночную, кромочную. Поворачиваем. Первую снимаем. Провязываем лицевую. И дальше вяжем прибавку. Такую же, как мы вязали с вами ранее. За переднюю стенку провязали. И дальше за дальнюю стенку провязываем. После чего остальные петли вяжутся лицевыми, последние 3 снимаются. И теперь вяжу, пока не верну вот эти 10 петель. Здесь также у нас будет прибавляться. Провязала еще 20 рядов, и сейчас нам нужно поставить маркер. Берем вязание и отсчитываем 10 кромочных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 10 ставлю маркер. Дальше мы будем соединять вязание, и петля с маркером будет соединяться с предыдущей петлей. Вот таким образом. То есть это у нас получается середина вязания. Теперь нам нужно провязать обратно 18 сантиметров по прямой, то есть 52 ряда. Айкорд у меня сейчас находится с левой стороны, там же и нить рабочая. Поворачиваю вязание и начинаем вязать 18 сантиметров полотна без каких-либо изменений. Также с одной стороны айкорд, с другой стороны кромочная. Кромочную, когда она в конце ряда, провязываем изнаночной, когда в начале ряда просто снимаем. Все, вяжем 52 ряда. Сильно долго не хочу здесь останавливаться, так как сложностей пока здесь не должно возникнуть. Маркер поставили и все, продолжаем вязать. Провязала еще 52 ряда. Вот так уже получается наш скос. И по прямой вязали. Дальше мы будем переходить на вязание шарфа и будем убавлять петли с того же края, где делали прибавки. Кстати, что еще нравится в этой пряже, это очень экономный расход. Второй моток я сейчас всего использую, то есть у меня от второго мотка еще половина осталась. Здесь вяжем так. В начале все то же самое. То есть ряд сейчас вяжу до конца. Довязываю ряд, но только здесь кромочную уже провязываем лицевой. Теперь нам нужно найти петли от айкорда, которые мы с вами снимали. На желтом маркере они у меня. И нужно их переснять. Сначала снимаю на левую спицу. Теперь эти детали нужно соединить. Нить у меня будет перед работой. То есть вот таким образом.
Смотрим, чтобы у нас здесь капюшон соединялся. И теперь, как при вязании айкорда, мы оставляем нить перед работой и обратно на правую спицу петли переносим. Поворачиваем вязание. Получается, капюшон мы соединили таким образом. И здесь сразу же начнем делать убавление по шарфу. Так как последняя прибавка у нас была в 252 ряду, и после этого мы сразу начали вязать капюшон, здесь мы сразу будем убавлять петлю и дальше опять в каждом шестом. А теперь небольшое пояснение по убавлениям на шарфе. Первая убавка у нас будет в первом ряду. Дальше следующая убавка будет в шестом ряду. Получается, между этими двумя убавками всего умещается 4 ряда. А если приплюсовать к этому установочный, то в сумме получается 5. Поэтому по рядам у нас в конце все сойдется. В общем, сумма рядов будет такая же, как и на первой части шарфа, то есть 258. Приступаем. Вяжем первые 3 петли лицевыми. Дальше 2 петли вместе за переднюю стенку. И опять лицевыми. Еще раз повторюсь, здесь мы делаем сразу убавку, так как вот с этой стороны у нас в конце была прибавка, и мы начали вязать капюшон. Поэтому здесь нам тоже для симметрии нужно, наоборот, тогда убавить одну петлю и продолжать вязать шарф. Поворачиваю. Теперь вяжу так же, как мы раньше вязали с вами шарф, то есть вяжем лицевыми до последних 3 петель. В конце 3 петли переснимаю. Вот довязываю ряд. Переснимаю 3 петли. И здесь у нас айкорд будет продолжаться. Все, продолжаю вязать. Опять же начинаю с 3 лицевых. И дальше лицевые по рисунку. Провязала 5 рядов, и сейчас в шестом нужно делать убавку. Провязала 3 лицевые для айкорда и опять убавка. 2 вместе за переднюю стенку. Все, делаем убавки в каждом шестом ряду, то есть следующий уже в 12. И увидимся, когда у нас уже останется 6 петель. Думаю, здесь пока все понятно. Довязываю шарф. Для шарфа у меня 245 ряд, сейчас будет 246. Здесь будет провязана последняя убавка по самому шарфу. Вяжу 2 лицевые и буду делать последнюю убавку. Ее мы вяжем чуть иначе, нам нужно поменять местами вот эти 2 петли. Одна из них от айкорда и дальше от самого шарфа. Снимаю, левую спицу завожу за первую петлю, вытягиваю правую спицу, подхватываю обратно петлю от шарфа и перемещаю на левую спицу. Эти 2 петли вяжу вместе за переднюю стенку. Так у нас петля ушла в айкорд. После чего нить перед работой 3 петли снимаю. Дальше вяжем 12 рядов по схеме. 3 вяжем лицевыми, 3 снимаем нить перед работой. Так мы делали в самом начале вязания. 12 рядов так повторяю. Опять 3 вяжу, 3 снимаю, 3 вяжу, 3 снимаю. Третий ряд у меня уже провязан. Вяжу еще 9 по такой же схеме. 12 рядов провязано. Теперь провязываем так. 2 лицевые. Первую на вторую набрасываем. Дальше еще лицевая. И набросили предыдущую. После чего обрезаем нить. И теперь этой иголкой прохожусь по петлям.
начиная с дальней, и захватываю петлю закрытую. Вот таким образом. Я не буду здесь закрывать все петли, чтобы у нас оба конца шарфа были по ширине одинаковые. Дальше закреплю аккуратно на узел. А сам конец нити буду прятать в айкорде. Это у нас полый шнур, поэтому туда можно заправлять кончики нитей. Иголка у нас внутри шнура проходит, поэтому там удобно спрятать все нитки от начала вязания тоже. И все, обрезаем. Все, теперь нам остается только сшить наш капюшон. Здесь мы ставили маркер. Маркер у нас будет серединой, то есть мы будем заводить иголку сейчас вот в этот ряд центральный и соединять петли кромочные. Будем выполнять трикотажный шов. Для этого берем нить и иголку. Трикотажный шов выполняется на лицевой стороне, поэтому сейчас выбирайте, какая сторона вам больше нравится, и на лицевой будем делать шов. Смотрю, где у меня маркер, и с изнаночной стороны вывожу иголку. Правее у меня находится маркер на кромочный. Оставляю конец нити, дальше мы его закрепим. Теперь с правой стороны за одну кромочную и выводим из второй. Кромочная выглядит как косички, вот первая и вторая. Выводим нить. Дальше обращаемся к левой стороне, заводим иголку за первую кромочную, там, где у нас маркер, и выводим из второй кромочной, которая левее маркера. Пока сильно не затягиваем. Маркер можно снять. Обратно переходим на правую сторону. Вот у нас нить. Она выходила из второй кромочной. В нее мы опять заводим иголку сверху вниз и выводим из следующей кромочной. То есть в каждую кромочную нам нужно заводить иголку по 2 раза. Переходим на левую сторону. Я пока сильно не затягиваю, это можно чуть попозже сделать. Из вот этой петли у нас уже выходила нить. Вот она. Мы еще раз заводим сюда иголку сверху вниз, а выводим из следующей. У нас 2 косички здесь получается. И вот таким образом вводим иголку. Обратно перехожу на правую сторону. Вот у нас нить выходила. Значит, нам сюда еще раз нужно завести иголку и вывести из следующей петли. Переходим на левую сторону. Находим петлю, откуда выходила нить, заводим сверху вниз и из следующей кромочной выводим. Когда несколько стежков уже провязано, можно постепенно стягивать полотно. Работаем аккуратно, стараемся сильно не тянуть. С изнаночной стороны шов выглядит вот так. Поэтому она делается на лицевой стороне. И так продолжаем. Смотрю, откуда у меня выходила нить. Вот из этой кромочной, значит, сюда и завожу иголку. Делаю 2-3 стежка и затягиваю. Так, продолжаю сейчас по всем кромочным. Еще раз повторюсь, шьем матрасным швом, надеюсь, объяснила доступно.
Если что, можно поискать отдельные ролики про матрасный шов. Когда закончите, здесь могут оставаться вот такие протяжки. Их тоже аккуратно подхватываем и подзатягиваем. Теперь нитку можно закрепить на узел. А сам конец нити опять же прячу в самом шнуре. И вот такое изделие у нас получилось. Я уже провела ВТО, стирала вручную и сушила на горизонтальной поверхности. Полотно из этой пряжи получается объемным, нежным и приятным к телу. Такой головной убор прослужит вам не один сезон и будет радовать вас в холодные ветреные дни. Приятный меланжевый цвет пряжи добавляет особый шарм изделию. А если ролик вам понравился, то не забывайте поддерживать его лайком и комментарием. Всем до скорых встреч!